Периодически случается так, что через пару дней и более простое, двигатель скутера не запускается. Проблемы с вакуумным топливным клапаном сразу отсекаем, потому как у меня он заменен на обычный краник. Проблема оказалась в залипшей игле поплавка. После поездки поплавковая камера карбюратора заполнена бензином под завязку. Поплавок давит на иглу, и она перекрывает канал подачи топлива. Когда же скутер длительное время стоит без работы, особенно в жаркое время года, некоторая часть топлива из поплавковой камеры испаряется. Поплавок при этом опускается ниже, но игла по какой-то причине остается неподвижна. То ли из-за компонентов топлива она прилипает к седлу топливного канала, то ли в топливном канале образуется вакуум из-за перепада температур, и игла подпирается незначительно атмосферным давлением. Но случается так, что она блокирует подачу топлива. Воспользуюсь консистентной смазкой для имитации прилипания иглы. Под собственным весом игла не может упасть вниз, потому как она очень легкая. Поплавок, который должен ее возвращать, этого не делает из-за специфики конструкции самого крепления иглы к поплавку. Дело в том, что язычок поплавка имеет очень большой зазор между нижним порогом касания к игле и верхним. И получается так, что на блокировку топлива поплавок отрабатывает хорошо, а вот для открытия иглы поплавок должен полностью опуститься вниз, чтобы потянуть иглу за собой. С одной стороны, оставшееся количество топлива в поплавковой камере недостаточно для запуска. Или достаточно, но ненадолго. Например, двигатель запустился и вскоре заглох. С другой же стороны, то остаточное количество топлива в поплавковой камере не дает поплавку отдернуть иглу вниз. Лечится это довольно просто. При помощи пинцета просто отгибаем немного один из концов стального хомута иглы. Теперь поплавок управляет иглой в широком диапазоне положений. Спасибо за просмотр, удачных всем ремонтов!